Смотрите, тут вопрос только в том, насколько вы готовы преодолевать дискомфорт. Аргументов для того, чтобы доказать вам, что личный бренд – это лучшее, что может быть, потому что он с вами будет всегда. Лучшее вложение – это всегда в себя, обучение, повышение квалификации, новое направление, переупаковка себя, ребрендинг себя. Этого у вас никто не отнимет. Создавая что-то без себя, просто продукт, это тоже можно продать, я сейчас расскажу, как это автоматизировать, но вы сами должны прийти к тому, что в мире вообще все нестабильно, все можно потерять, и можно вообще потерять всех клиентов, да, можно их не найти. И единственное, что вас будет всегда держать на плаву, это вы сами, ваша харизма, ваша энергия, ваши особенности. И это нормально, если изначально у вас будет дискомфорт. Но насиловать тоже я никого не могу, потому что если человек сам по себе скучен, замкнут, он не любит людей, там, да, у него какие-то внутренние проблемы, он не сможет продать. Какие бы я вам ни давала тут инструменты прогревов, продаж, вот Никита продавал по моей схеме прогревов, они в принципе везде стандартные, но если вам это не идет, если вы не любите открываться, если вы не любите вот эти продажи, это вот как азарт. У вас должно вот так вот, знаете, как в игровых автоматах, еще больше, продал, один инструмент помог, второй инструмент, тут плюшку добавил, тут подарок добавил, тут какие-то, ну, короче, это вот насколько у вас есть энергия на это. Потому что, смотрите, те два пути, о которых я говорю, я почему так много говорю о личном бренде, я в этом специалист, и я не то что склоняю, у меня получается людей из всех ниш, неважно, чем бы они ни занимались, выводить на личный бренд, и никто об этом не жалеет. Для того, чтобы ее поставить на автомат и не выходить в сторис, не быть говорящей головой, не делать экспертные посты при помощи, да, там, себя самого, вы берете посадочную площадку, допустим, сайт, да, вы говорите, я хочу продавать через сайт, я не хочу вести соцсеть, но, или я хочу продавать через Инстаграм, но в сторис я продавать не хочу. Значит, этот путь без участия личности, да, вот без личной экспертности постоянной, да, он существует, он автоматизирован, он стоит денег, не так много, как все думают, но вы берете посадочную площадку, например, сайт или Инстаграм. Один раз, допустим, вы себе говорите, я переупаковываюсь раз в полгода, за эти полгода я чему-то обучаюсь, я добавляю в свое обучение, в свои услуги что-то новое, и там я в течение 6 месяцев у меня автоматически все работает, таргет, чат-боты, сейчас я вам все расскажу. Вот. Но раз в полгода я в себе нахожу силы, я там записываю то-то, значит, что вы делаете раз в полгода? Вы берете сайт Инстаграм и упаковываете. Вот вы заходите на сайт, вы же знаете, что должно быть на сайте, да, когда он презентационный или продающий. Это описание, оффер и что-то маркетинговое, такой крючок, который заставит каждого купить. Вот в личном бренде это будет, допустим, да, видео, где вы предлагаете, видео, где вы там при помощи классного дизайна, при помощи классного монтажа показываете свои работы там как-то. Это очень много, я сброшу успешные примеры продающих коротких видео именно на сайте. Вы записали один раз, или, допустим, раз в полгода, или раз в 3 месяца, все это упаковали, написали контакты, написали обязательно всегда, когда мы делаем описание, оффер и маркетинговую какую-то плюшку, мы сразу делаем призыв к действию. Почему мы должны делать призыв к действию? Потому что люди могут зайти и уйти, и у вас, в принципе, ровно 3 секунды при помощи, вот вы учитесь этому, при помощи вот этого скролла раз-два, это 3 секунды, задержать внимание человека. Закон 3 секунд, он работает и в Инстаграме, и в рекламах, и в таргете. Если вы за 3 секунды при помощи цветов, визуала, оффера, оффер это предложение какого-то супер, делаю сайт за 20 минут, или получи превью своего сайта за 20 секунд. Дальше вам нужно помнить,
после призыва к действию перейти, вы должны тоже для себя определиться, что это будет. Либо вы будете перебрасывать при помощи кнопки людей к себе в Telegram и давать им какую-то консультацию за 20 минут, превью за 20 минут, потому что на сайт можно стягивать людей отовсюду. С Ютуба, с Фейсбука, с Инстаграма, с Телеграма. То есть и вы на сайте ничего не должны делать каждый день. Ваша задача будет просто гнать трафик.